Всем привет! Меня зовут Катя, и я вас приглашаю в свое новое видео, полностью всецело посвященное новинкам и моим любимым старинкам от Фабрики Свобода. Я уже с детства люблю этот бренд, и в последнее время он меня просто удивил и даже обескуражил. Благодаря Фабрике Свободы я теперь могу почувствовать себя даже императрицей. Представляете? А почему, вы увидите далее. Все продукты, которые я буду обозревать в этом видео, я поместила в эту вот корзиночку. И, как видите, здесь очень красивые видны коробочки в винтажном стиле. Я тоже сегодня подобрала украшения в винтажном стиле, чтобы хоть как-то приблизиться к императорским покоям, к императрице. И благодаря косметике и мыльцам от Фабрики Свободы я приблизилась, честно признаюсь. Вообще я очень тепло отношусь к этой косметике. Здесь очень много моих хотелочек. Я в этом году, мне посчастливилось побывать в Царском Селе. И там, когда после экскурсии я попала в магазин сувениров, мне просто запали вот эти вот винтажные коробочки с кремами, с мыльцем. Мне так захотелось этого всего, что я не удержалась, и когда приехала в Минск, спустя некоторое время заказала. У нас можно заказать, к сожалению, только на Wildberries. В свободном доступе я не видела, где продаются косметические средства от Фабрики Свободы, поэтому все заказала на Wildberries. И хочу показать вам все мои вот эти вот красивые коробочки. И прям непосредственно начну с так называемого хита. Я уже заказываю второй раз мыльца вот в такой упаковочке, но в этот раз это мыльце называется, что вот я все мыльце да мыльце. Это туалетное мыло, цветы императрицы, любимый цветок. И здесь изображены, как я понимаю, как я прочитала в описании, именно пионы. Значит, стоило это мыльце мне 22 белорусских рубля 13 копеек. Все привожу в белорусских рублях. И давайте же ее откроем. Здесь, конечно же, есть защита. Вот такая вот, чтобы мыльце не поцарапалось, не разбилось. И прямо внутри написаны слова, что же это такое. Вообще, почему такое оформление. Что Александровский дворец в Царском Селе был любимым домом последней царствующей семьи. Здесь императрица Александра Федоровна могла всецело посвятить себя своему увлечению цветами и украшению ими интерьеров дворца. Цветущие растения, благоухающие букеты круглый год создавали во дворце особую атмосферу. Императрица с удовольствием посылала цветы из царско-сельских оранжерей друзьям и родственникам. Отзываясь на любовь императрицы к цветам, поставщик императорского двора «Московская фабрика», товарищество Альфонс Ралли и К., если я правильно читаю, извините, если что-то не так, не скупилась на выпуск косметических и парфюмерных новинок с цветочными ароматами. Продолжая традиции своего основателя, акционерное общество «Свобода» к 175-летнему юбилею предприятия выносит на ваш суд результат мастерства своих мыловаров. И вот такая вот здесь красота, это так красиво. Вообще, если подробно, то это такое вот нежное мыло. Оно очень такой, у него утонченный аромат. Кажется, что пахнет, я даже не знаю, здесь букет цветов, а может быть и пион, такой яркий пион. И здесь содержится не только косметический крем, а также и экстракт пиона, как я прочитала в описании. Также здесь есть вот такая вот бумажка. Если достать вот эту вот крафтовую бумажку, ну или винтажную, я бы скорее сказала, то можно здесь найти даже герб. И это у нас поставщик двора его императорского величества. Вот такое вот мыльце. Вообще вот этот вот дизайн коробочек, это рисунки
оригинальных вощеных синцев, которые украшали интерьеры вот этого Александровского дворца, где любила бывать императрица. Вот такие вот рисунки винтажные. Здесь, если прочитать подробно, да, содержится и крем косметический, экстракт пиона. Мне очень нравится, покупаю я это мыльце в качестве подарка скорее, а может быть и сама буду мыться этим прекрасным мылом и ощущать себя императрицей. Здесь сохранены традиции, которые были в конце 19-го, начало 20 века. Буду с удовольствием пользоваться. И давайте же перейдем к следующему вот экземпляру. Это просто нечто. Я так запала на эту винтажную коробочку в магазине сувениров в Царском Селе, что не смогла удержаться, заказала вот такое вот здесь сокровище. Не передать словами, как мне нравится это оформление. Также здесь находится вот такая вот карточка. И здесь написано, что красивые женские руки, давний предмет восхищения мужской половины человечества. Да, это в такой коробочке красивой мыльце для рук. Даже Локситан нервно курит в сторонке по оформлению. Вот честно, мне очень нравится этот винтаж, винтажом погоняет. Поэты помогали мужчинам подобрать слова, производители косметики средства для того, чтобы женщины поверили, оценили это восхищение. В 19 веке, в начале 20-го лучшими производителями кремов для рук были те, кто достигал вершины качества, заодно и звания поставщик двора его императорское величество. Даже вот рекордное количество наград, подтверждающих этот престижный статус, добилась московская фабрика товарищества Ралия и Ко. Наследником стало объединение «Свобода», которое по сей день хранит традиции создания лучшего. Пусть этот набор кремов для рук станет напоминанием о тех традициях. Мне нравится, что они сохраняют эти традиции. Стоил этот наборчик с 2 кремушками для рук, которые посвящены любимым цветам императрицы. Именно здесь ландыш и сирень. Я сейчас подробнее расскажу про каждый кремушек. И вообще стоит этот подарочный набор кремов 33 белорусских рубля 82 копейки. И причем вот эта вот металлическая туба, это такая была упаковка и в конце 19-го, начало 20 века. То есть они сохранили традиции. Также здесь подробненько можно прочитать информацию здесь, что детство будущей императрицы Александры Федоровны прошло в Англии. А то я все говорю про императрицу. Какая же это императрица? Вот Александра Федоровна. Там она полюбила цветы и растения, которые окружали ее повсюду. Позже юная принцесса вернулась в Дармштадт и очутилась в сказочных парках Германии. Императрица Александра Федоровна была неравнодушна ко всем цветам, но особенно ее привлекали цветочные ароматы сирени и ландышей. Честно, вот я равнодушна к этим цветам, но у меня бабушка очень любила сирени, и когда я открываю эту коробочку, я вспоминаю о своей бабушке, царство ей небесное. Она даже выращивала сирень рядом с домом. Я до сих пор помню этот аромат, эту сирень, и я любила проводить время рядом с этой сиренью. Там еще была яблоня, я лазила на яблоню, также ходила рядом. Мне очень нравилось вдыхать сирень и чувствовать вот этот вот родной дом. Это все отмечала ближайшая подруга Юлия или Лили Дэн. То есть не просто так вот написали, что любимые цветы ландыш и сирень. Это подтвердила ее подруга. Она пишет: гостиная Ее Величества, известная как лиловый будуар императрицы, представляла собой чудную комнату, где можно было наблюдать пристрастие хозяйки ко всем оттенкам лилового цвета. Весной и в зимнее время воздух в ней был пронизан ароматами сирени и ландышей, которые целыми корзинами присылали во дворец Ривьеры. Обалдеть, вот жизнь была. С Ривьеры присылали цветы. Я когда вышла замуж, я не так любила цветы, как сейчас. Я их люблю. И мне бы хотелось, чтобы муж, вот он мне подарил цветы на праздник. Это был, не помню какой праздник, День матери. И я хотела, вот у меня уже завяли эти розы. Я хотела, чтобы он мне обновил букет. Я уже и намекнула 1 раз, 2 раза. Но он говорит: у тебя скоро день рождения, поэтому ничего страшного, подарю тебе новый букет. А мне хочется, чтобы у меня обновлялся букет. И на столе были всегда живые цветы. Но это с возрастом ко мне пришло. Я сама виновата, сделала такую ошибку в молодости, в 21 год.
Поэтому, девочки, не делайте такой ошибки, не говорите мужчинам, даже если вы не любите цветы, говорите, что вы любите, любите, и со временем, поверьте, вы полюбите. Вот цветы то точно. Закатки я не полюбила, ни огурцы, ни грибы, а вот цветы полюбила. Закупленные за границей любимые цветы императрицы предназначались не только для украшения интерьеров Александровского дворца, но и как садовая культура. Потомки тех живых растений конца 19-го, начала 20 века, возможно, еще сохраняются в исторических парках Царского Села. Знаете, я по таким впечатлениям была от Царского Села. У меня, кстати, есть видео на моем канале, поэтому, кому интересно, посмотрите. На мой взгляд, интересное, увлекательное видео. Я делюсь своими впечатлениями. И вот я так впечатлилась, что все-таки заказала эту винтажную коробочку. Если подробно прочитать, то первый крем, который здесь содержится в этой коробке, это крем цветы императрицы, питательный ландыш. И на коробочке написано, что вот этот крем питательный, здесь активные ингредиенты, входящие в состав крема, это оливковое масло, миндальное масло, масло семян подсолнечника, витамины Е и А, даже экстракты фиалки, льна и клевера. Что же делает этот кремушек? Он устраняет сухость и шелушение, питая и смягчая кожу рук. Я бы сказала, что это так, я несколько дней уже попользовалась. Восстанавливает липидный баланс кожи, усиливает ее защитные функции, активизирует процесс регенерации кожи, повышает ее эластичность и упругость, обеспечивает антиоксидантную защиту, замедляя процесс старения. Применять как? Нужно наносить несколько раз в день в любое удобное время. Чем я и буду заниматься. Здесь на этом кремушке тоже есть герб, как и на мыльце на крышечке. Это я только вот сейчас вам рассказываю, обратила внимание вот на этот герб. И вот буду с удовольствием пользоваться. 6 месяцев срок годности у этого крема, поэтому нужно им пользоваться на постоянной основе, чтобы не лежал больше года. Второй крем. Что касается ландыша и запаха ландыша, да, здесь очень такой нежный аромат. Я даже хочу обновить сегодня. Ой, хочу ощутить вот этот аромат любимого цветка императрицы. Ой, ну это реально такой обалденный запах ландыши. Вот захотелось весны. Нереальный запах, он не химозный, а он именно нежный, натуралистичный. Это просто нечто. Вот мне очень нравится, мне внутри отзывается. Говорю от чистого сердца. Второй кремушек, который обитает в этой чудо-коробочке. Мне так нравится она. Кстати, на Wildberries, если читать отзывы, кто-то жаловался, что она плохо склеена. Мне все нравится. Я считаю, что эта коробочка с кремами соответствует цене, заявленной на него. Это просто нечто невероятное. Здесь и такой именно красивый винтаж, очень красивый. Я вот балдею. Мне нравится, что фабрика Свобода вот этим вернулась к этим традициям. Очень интересно и невероятно. Второй кремушек это сирень, нанесу на вторую ручку и буду пахнуть как комнаты императрицы. Ну давайте. Ой, какой крем. Сирень. Тоже нежный крем. Он такой быстро впитывается. Это не такой жирный крем, как янтарь, герантол, а именно он быстро впитывается и руки становятся бархатными. Но вот так вот нанести среди дня, чтобы не было никакой пленки, очень удобно. Что касается крема с сиренью, то здесь написано, что этот крем уже с увлажняющим эффектом. То есть с ландышем это питательный, а это увлажняющий. Тоже здесь герб на упаковке есть. Активные ингредиенты здесь это масло персиковое. Другие, кстати, активные ингредиенты: депантенол, алантаин, натуральный глицерин, экстракт пиона и фитоувлажняющий комплекс из экстрактов алоэ, яблока, винограда, лопуха и эхиноцеи. Вот такие вот редкие ингредиенты. Очень редко эти ингредиенты встречаю. Вот экстракты лопуха и эхиноцеи. Интенсивно увлажняют и поддерживают естественный баланс влажности кожи, способствуют восстановлению упругости, эластичности кожи, обладают смягчающими и регенерирующими свойствами, устраняют сухость и шелушение, защищая кожу от потери влаги. Тоже пользуются в любое время. То есть на ночь можно нанести питательное, среди дня можно наносить вот этот крем с увлажняющим эффектом. И также здесь вот помечено, я вот только когда начала снимать видео это прочитала, то что на упаковке рисунок тоже вот этого вощеного ситца.
Россия, Москва, фабрика товарищества Прохоровской трехгорной мануфактуры. Использовался для обивки мебели и стен в Александровском дворце. Чтобы вот уточнить, откуда вот эти вот красивые узоры. И еще вот не просто так мне вспомнилось Царское Село, и что я видела именно эту коробочку там в продаже в сувенирном магазине. Поэтому полезла на Wildberries посмотреть, есть ли там такое сокровище. Да, при участии создано Государственного музея-заповедника Царское Село, Россия, Санкт-Петербург, город Пушкин. Тоже срок годности 6 месяцев, красивая упаковка, 55 грамм, каждый кремушек весит, поэтому буду пользоваться с удовольствием. Я балдею и от оформления. Ну вот, как вы относитесь к такому оформлению? Ну, на мой взгляд, ну, шикарная же шкатулка. Потом можно положить свои украшения в эту шкатулку и хранить их. Переходим к следующему. Это были такие самые шикарные новинки, которые я купила на Wildberries от фабрики Свободы. Также хочу обратить внимание на просто мой хит. Как ни странно, это очень странно, сразу помечу. Мой хит, мой любимчик, это крем для бритья мыльный. Представляете, это у меня уже вторая и третья упаковка. Первую я с таким удовольствием использовала, она была побольше. Здесь заказала 2 по 40 грамм. Стоили на Wildberries эти кремушки для бритья 7 белорусских рублей 77 копеек за 2 упаковки. Этот крем мне не просто так понравился. Теперь вот этот крем для бритья я предпочитаю разным жилетам, и женским, и мужским. Дело в том, что у меня на ножках есть варикоз, и даже одна ножка оперированная, и мне нельзя прибегать ко всем этим лазерным процедурам, поэтому я брею по старинке бритвой, и мне очень подошел вот этот крем для бритья мыльный. Я просто заказала, чтобы попробовать, что же это крем такой для бритья, неужели в нем что-то особенное, что до сих пор его выпускают. И реально в нем есть что-то особенное. Вот как здесь и написано, помогает предотвратить возникновение раздражений, смягчает кожу лица. Тут для мужчины имеется в виду, для любого типа кожи. Я применяю на ножки и на интимные участки, на подмышки, и этот крем прекрасно справляется со своей обязанностью. Применение: на смоченную теплой водой кисточку выдавить 2-3 сантиметра крема, взбить пену, нанести на лицо. Я такую пену не взбиваю, я просто мажу, например, ножки вот этим вот кремушком, распределяю его по коже, немножечко пена появляется, и потом только уже сбриваю. И прекрасный крем, и аромат здесь невероятный, знаете, такой аромат, какая-то парфюмерная композиция фантазийного направления с легкими такими вот цитрусовыми нотками. Очень мне нравится этот крем, он причем, знаете, у него вид такого жемчужины, когда выдавливаешь, не просто консистенция, как у крема, белая, а с таким вот жемчужным каким-то отливом. И вот не просто так заказала 2 упаковки, буду с удовольствием пользоваться. Мне вот этот крем приносит удовольствие, причем здесь срок годности побольше, чем у кремушков для рук. Здесь уже год срок годности у этих кремов. Ну вот, мне они очень понравились, просто советую, покупаю, как вы видите, не в первый раз, и даже отдаю предпочтение этим кремушкам, тем более сейчас косметика жилет подорожала, и уже как бы даже белорусские пенки для бритья так дороговато, а здесь и бюджетно, и качество хорошее, вот очень хорошее средство. Просто вот от души рекомендую, не просто так я про них говорю сразу после вот этих винтажных коробочек. Также я решила попробовать вот такое вот мыльце, вот захотелось мне. Мыльце от фабрики Свобода, вот такое обычное. Мне просто понравилось, что оно лавандовое, и здесь нарисованы вот эти вот чаны с водой, банька. Мне вот захотелось. В последнее время что-то меня стало тянуть на лаванду. У меня и передник с лавандой, и поднос с лавандой, и даже
ходили на мастер-класс с сыном и сделали тарелочки с лавандой. И вот заказала даже вот это вот мыльце. Здесь написано, что натуральные ингредиенты и даже вот этот глицерин натурального происхождения. Стоило это мыльце дороговато, 5 белорусских рублей 86 копеек. Но решила попробовать. Что это за мыло? Буду с удовольствием пользоваться, запах мне нравится, но на первый взгляд оно такое обычное, классическое. Здесь, к сожалению, заклеено, Wildberries клеит наклейки, мне в первый раз так заклеили, некрасиво. Я все смотрела, многим клеят, вот эти все жалуются, что клеят на красивой упаковке, но вот это единственный раз, когда мне так вот наклеили, что рисунок не виден полностью. Но мыло очаровательное, так сохранены традиции, то есть внутри даже вот такая бумажка крафтовая. Поэтому, ну, я люблю туалетное твердое мыло и буду получать удовольствие, устрою баню дома. Переходим к следующему. Естественно, так как у меня есть дети, 2 мальчика, то у меня присутствует детский крем, который, по идее, должен спасать в любой момент. Например, если у ребенка кожа шелушится, и чтобы все было безопасно, я покупаю крем детский, тоже от фабрики Свобода. Причем вот этот крем, он есть и на Wildberries, а я купила у нас в аптеке. Вот это единственный экземпляр от фабрики Свобода, который я увидела непосредственно у нас в аптеке. Остальное только на Wildberries можно, к сожалению, заказать. Напишите, кто знает, где в Минске можно купить косметику от фабрики Свобода, вот чтобы она была выставлена. Вот только этот детский крем я нашла. Что особенного в этом детском креме? Это детский крем для ежедневного ухода с чувствительной кожей, с молочным протеином, провитамином В5 и витамином F. Как я понимаю, здесь уклон делается на молочный протеин. Стоит этот кремушек на Wildberries 8 белорусских рублей 62 копейки. Я купила дешевле в аптеке. Но уже прошло время, может быть, оно и подорожало, может быть, и подешевело, не знаю. Написано гипоаллергенно, клинически протестировано. И действительно, если помазать ребенку щечки, то они потом становятся такие нежные. Обычно я мажу после купания. Да, мне понравился этот крем. На него, кстати, хорошие отзывы, если почитать на Wildberries. И он действительно вот быстро впитывается. Вот если почитать отзывы, я для себя пометила, что людям тоже нравится, убирает шелушение, и даже пишут, что это лучший бюджетный детский крем. Честно, я соглашусь. Мне даже этот крем больше нравится, чем наш детский крем от Белита Vitex. Вот честно, выделю этот крем. Единственный момент, который мне не очень нравится в этом креме и которого я не ожидала, то что по прошествии нескольких месяцев появляется такой вот запах каких-то пищевых продуктов. Мне вообще очень всегда нравился запах детского крема, но вот замечу, что его нужно успеть использовать за 6 месяцев, чтобы не ощущать вот этого запаха. Он потом пропадает, он действует, но есть такое, я заметила этот моментик. Но кремушек мне нравится, как видите, я уже почти его израсходовала, наношу везде. Сейчас, так как уже заканчивается срок годности, пользуюсь сама, наношу на ножки, на ручки, и все чудесно. Замечательный крем, раньше даже наносила на лицо. Да, я практикую такую вот манеру использовать детский крем иногда на свое лицо. Почему нет? И переходим к следующим кремушкам. А это мне уже посоветовали мои подписчики и зрители, а именно одна зрительница, именно под моим видео, где я рассказывала о своих новинках от фабрики Свобода. Обязательно попробовать крем ночной с норковым маслом. И мне так запало в душу это вот норковое масло, и я долго ждала и выловила, что на Wildberries можно купить сразу 2 крема, крем дневной и крем ночной. За цену я купила 2 этих крема за 8 белорусских рублей 96 копеек. И давайте сначала разберемся с дневным кремом. Звук записывается. Дневной крем Балет. Вот он.
Здесь написано: идеальная основа под макияж, защищает кожу в течение дня. Ингредиенты, входящие в состав вот этого крема, питают кожу, придают ей эффект увлажнения, помогают сохранить упругость и эластичность кожи. Крем является идеальной основой под макияж, позволяет равномерно распределить средства декоративной косметики. Также этот крем, если читать на него отзывы, то людям не очень нравится его запах именно дневного крема. Я нормально отношусь к этому запаху, но я бы скорее сказала, вот как здесь и написано, идеальная основа под макияж, это так и есть. Вот даже сегодня я его наносила, он хорошо распределяется по коже, он не такой жирный, как янтарь, тут люкс, вечер, но он вот именно основа под макияж. Нанес быстренько, потом тональное средство нанес. Кстати, нужно попробовать тональное средство, вот это легендарное от Balет, CC крем неплохой у них. А вот я не пробовала этот легендарный, надо будет как-то его попробовать. Мне этот крем как базовый крем понравился, поэтому ничего плохого не скажу. Запах специфический, но он такой вот в традициях фабрики Свобода, ничем меня не смущает, мне нравится эта упаковка, все нравится. Также давайте посмотрим и рассмотрим более подробно вот этот крем ночной, который хвалят и в отзывах на Wildberries. То, что здесь, знаете, если читать описание, мне очень нравится описание. Действительно, ночной крем для лица предназначен для ежедневного ухода за кожей. Активные ингредиенты: масло жожоба, да, норковое масло, масло крамба. Кстати, я заинтересовала, что же такое масло крамба. Крамб – это такая масленичная культура или абиссинская горчица. Поэтому вот даже здесь такой необычный ингредиент. Также здесь есть масло маракуйи, или еще это масло называют пассифлора. Витамины С, А и Е, экстракты малины, калины. Это необычно. Винограда, граната, яблоко, алантаин обеспечивают полноценный уход за кожей. Какая-то кладезь необычных таких вот ингредиентов в одном кремушке. И что же они делают? И смягчают и насыщают кожу питательными веществами. Да. Способствует восстановлению гидролипидного баланса клеток кожи после насыщенного дня. Я соглашусь. Защищает кожу от чрезмерной потери влаги, повышает эластичность и тонус, цвет и текстуру кожи, препятствует образованию свободных радикалов. И как наносить? Крем на чистую кожу лица вечером. При необходимости через 20 минут излишки крема удалить салфеткой. Но этот крем, как я сказала, он тоже не такой жирный, как Герантол, Люкс, Вечер. Он хорошо впитывается, и вот у меня кожа нормальная, по осенью и зимой склонная к сухости, и мне даже не приходится никакую салфетку применять. Мне нравится и его нанесение, мне нравится запах этого крема, и я даже его наношу под глаза, да, применяю в качестве крема для век. Также я читала в отзывах, что люди тоже так делают. Срок годности 6 месяцев, поэтому использую и на все лицо, и под глаза, и очень довольна этим кремом. Спасибо за совет. Вот благодарна своим подписчикам, зрителям, вы всегда даете дельный такой вот совет. Я вот всегда, когда им на ночь мажусь, всегда вспоминаю, что здесь содержится норковое масло. Ну, оказывается, еще вот это вот масло крамба или абиссинская горчица, еще и масло калины. Очень мне нравится, я получаю какое-то не только наслаждение от того, что кожа напитана, но еще наслаждение от того, что вот здесь, в этом креме заключены все традиции. Вот люблю я эту фабрику Свободы, и моя любовь вообще началась именно с яичного шампуня. Да, вот именно с этого средства все началось. Также я уже давно закончила вот этот крем, да, у них, у фабрики Свобода есть еще вот такой вот анти-эйдж крем, противовозрастной, или АА-крем, прекрасное средство для антивозрастного ухода за лицом. Здесь активные ингредиенты: масса авокадо, гиалуронат натрия, витамины А, С и Е, пантенол, ниацинамид, экстракты зеленого чая и граната. Вот я смотрю, гранат они очень часто добавляют, все это обеспечивает сохранение молодости. Я наносила этот крем, но мне кажется, что в этом антивозрастном креме для лица не хватает питания. Поэтому вот скорее я предпочту Герантол, Янтарь, Вечер этому кремушку.
Но как базовый неплохо, но он скорее для обладательниц нормальной и жирной кожи, потому что мне питания от этого крема недостаточно, а сам крем неплохой. На Wildberries этот кремушек стоит у нас, сейчас найду, 7 белорусских рублей 82 копейки. В этой тубе 53 грамма. Отзывы странные. Когда на все вот вышеперечисленные нормальные отзывы и хорошие отзывы, то именно вот на этот крем пишут, что у людей пленка остается на лице. У меня никакой пленки не было. Единственное, мне в нем недостаточно питания. Поэтому вот такой вот вердикт этому крему. В принципе, вот они, мои сокровища от фабрики Свободы. Я рассказала, что мне нравится, что мне не нравится. Но я вот просто даже сейчас сижу, и мне так хочется потрогать. Такое исходит от этой упаковки тепло. Это просто невероятные вещи. Они такие чисто женские штучки. Вот такой вот получился обзорчик. Пишите, какие у вас любимчики от фабрики Свободы. Мне будет очень интересно почитать. Я есть в таких социальных сетях, как Запрет Грамм или запрещенный в Российской Федерации Инстаграм. Также я есть в Телеграм, в Яндекс.Дзен. Но больше всего я люблю с вами общаться в комментариях YouTube. Буду благодарна за обратную связь. Спасибо за внимание. Всем желаю самое главное здоровья, и чтобы вы получали удовольствие от жизни, а не только от красивых упаковочек. Пока-пока, увидимся в следующих видео, уже скучаю.